Всем здравствуйте! Сегодня я хочу предложить вам связать вот такие пинетки. Они вяжутся на спицах и абсолютно бесшовные. Нигде сшивать их не нужно. И сверху, как вы видите, они украшены вот таким рельефным узором. Смотрится на пинетках очень красиво. Я свои пинетки вязала из двух цветов. Это один основной цвет синий, и для отделки у меня белый цвет со шнурочками. По длине данные пинетки они будут доходить до 11 сантиметров. Вот такие, не очень маленькие. Мы с вами уже подобные пинетки вязали. Вот в таком виде они тоже бесшовные. Только это были туфельки. Как вы видите, нижняя часть, вот как связана, у них идентичная. А вот вверх я уже начала добавлять узор. И сделала такие пинетки, как сапожками. На вот эти пинетки у меня на туфельке есть мастер-класс. Я оставлю на него ссылки тоже. Кому будет интересно, можете зайти посмотреть. Но сегодня мы будем вязать вот такие вот ботиночки. Для пинеток я буду использовать вот такую пряжу. Это Yarn Art Baby. В 50 граммах 150 метров. И синий цвет, кому интересно, это номер 600. Спицами буду вязать номер 3 миллиметра. И также нам еще понадобятся маркеры. Начнем вязать. Набираем на спицы 9 петель. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Одну спицу достаем и начинаем вязать первый ряд. Первую кромочную снимаем. Вторую провязываем лицевой. Далее берем один маркер. Сделали накид. Провязываем 2 лицевые петли. 1, 2. Одели снова маркер. Сделали накид, провязали одну лицевую петлю, снова сделали накид, одели маркер. Далее провязываем 2 лицевые петли, 1, 2, сделали накид, одели маркер. 1 лицевая и кромочная изнаночная. Это мы с вами провязали первый ряд. Разворачиваем вязание и вяжем второй ряд. Все четные ряды мы будем вязать так, как вот второй ряд. Значит, первую кромочную мы снимаем. Далее провязываем лицевые петли. Перебросили накид, перебросили маркер, и вот боковые накиды мы будем провязывать за заднюю стеночку вот таким образом, чтобы не было дырочки. Далее вяжем лицевые петли, маркер. А вот те, что в центре накиды, мы будем провязывать за переднюю стеночку для того, чтобы были дырочки. Вот я вам покажу. Вот такие, чтобы у нас формировались дырочки. Для этого мы все накиды
вот внутренние накиды будем провязывать за переднюю стенку. Вот так. Маркер. Снова лицевые петли. И вот боковой накид, боковой мы провязываем за заднюю стенку, потому что здесь нам дырочки не нужны. И так мы будем провязывать все кромочной и изнаночной, все четные ряды. Разворачиваем вязание, вяжем третий ряд. В третьем ряду снимаем первую кромочную, 1 лицевая, сделали накид, далее вяжем 3 лицевых, 1, 2, 3, снова сделали накид, 3 лицевых, 1, 2, 3, снова накид, 3 лицевых петли, сделали накид, лицевая и изнаночная, это кромочная. Это у нас был третий ряд. Разворачиваем вязание, вяжем четвертый ряд. Четвертый ряд мы провязываем так же, как вязали второй ряд. Еще раз напоминаю, боковые накиды мы провязываем за заднюю стенку, а вот внутренние накиды мы провязываем как обычную лицевую петлю за переднюю стенку, для того чтобы были дырочки. Пятый ряд. Снимаем кромочную, далее 1 лицевая, 1 накид и провязываем 4 лицевых петли. 1, 2, 3, 4. Я по бокам маркеры убрала, оставила только в центре. Маркер, накид. Далее провязываем 5 лицевых петель. 1, 2, 3, 4, 5. Сделали накид. Маркер, 4 лицевых петли. 1, 2, 3, 4. Накид, 1 лицевая петля и кромочная, изнаночная. Это был пятый ряд. Разворачиваем вязание и вяжем шестой ряд, так как вязали второй. Седьмой ряд. Снимаем кромочную, 1 лицевая, накид, 5 лицевых, 1, 2, 3, 4, 5. Маркер, 1 накид, 7 лицевых, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Накид, маркер, перебросили. Далее вяжем 5 лицевых петель. 1, 2, 3, 4, 5. Накид, 1 лицевая и кромочная. Это был седьмой ряд. Разворачиваем вязание, вяжем 8 ряд, так как вязали второй. Девятый ряд. Первая кромочная, 1 лицевая, сделали накид, 6 лицевых петель, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Маркер, накид, в центре вяжем 9 лицевых петель, 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9. Снова сделали накид, маркер. Далее 6 лицевых петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Накид. 1 лицевая и кромочная, изнаночная. Это был 9 ряд. Разворачиваем вязание и вяжем 10 ряд, так как вязали 2. Вяжем 11 ряд, 1 кромочная, далее 1 лицевая, накид и 7 лицевых петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Маркер. Далее 1 накид, 11 лицевых, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Накид. Снова маркер. 7 лицевых петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Накид. 1 лицевая и кромочная, изнаночная. Разворачиваем вязание и вяжем 12 ряд, так как 2. 13 ряд, 1 кромочная, 1 лицевая, накид, 8 лицевых петель, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Маркер. Накид. 13 лицевых петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Накид, маркер. Далее вяжем 8 лицевых петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Накид, 1 лицевая и 1 кромочная. Разворачиваем вязание и вяжем 14 ряд, как 2. 15 ряд. 1 кромочная, 1 лицевая, накид, 9 лицевых петель, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9. Маркер. Накид. По центру провязываем 15 лицевых петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Накид, маркер. Далее 9 лицевых петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Накид, 1 лицевая и кромочная, изнаночная. Разворачиваем вязание, вяжем 16 ряд, так как 2.
17 ряд, первая кромочная, 1 лицевая, накид, далее 10 лицевых петель, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, маркер, накид, в центре 17 лицевых петель, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Снова сделали накид, перебросили маркер и провязываем 10 лицевых петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Сделали накид, 1 лицевая и последняя кромочная. Разворачиваем вязание и вяжем 18 ряд, так как второй. 19 ряд, первая кромочная, 1 лицевая, накид, 11 лицевых, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Далее маркер, 1 накид и по центру 19 лицевых петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, накид, маркер. Далее 11 лицевых, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, накид, 1 лицевая и кромочная изнаночная. Разворачиваем вязание и вяжем 20 ряд, так как вязали второй. 21 ряд, кромочная, 1 лицевая, накид, 12 лицевых, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, маркер, накид, по центру уже 21 петля, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, накид, маркер. Сбоку провязываем 12 лицевых петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Сделали накид, лицевая и изнаночная.
Разворачиваем вязание и вяжем 22 ряд, так как вязали второй. Вот после 22 ряда у нас на спице 53 петли. Теперь мысочек мы уже связали, будем вывязывать подошву вот с такими лицевыми петлями по бокам, а по центру вот платочное вязание. Вяжем теперь это 23 ряд. Для начала снимаем кромочную и провязываем еще 21 лицевую петлю. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Одеваем маркер и вяжем еще 9 лицевых петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 лицевых петель провязали. Теперь нам нужно сделать лицевые дорожки на подошве, как я показывала. Вот снимаем одну петлю, вторую петлю, разворачиваем их с левой спицы на правую. И теперь заново одеваем на левую спицу. И провязываем за заднюю стенку. Вот так у нас вот получились лицевые петли. Теперь разворачиваем вязание и вяжем следующий ряд. Снимаем первую петлю, не провязывая. Далее 9 лицевых петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. И теперь снимаем маркер и вот с левой спицы провязываем 2 петли вместе изнаночной. Разворачиваем вязание. И вот с лицевой стороны у нас получаются вот такие вот дорожки из лицевых петель. Вяжем следующий ряд. С лицевой стороны вот снимаем первую петлю. Далее вяжем 9 лицевых петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. И теперь нам нужно провязать вот одну и вторую петельку вместе. И вот первую петельку мы снимаем не провязанную, вторую провязываем лицевой, и теперь первую петлю перебрасываем через вторую, и вот у нас получилась лицевая дорожка, как вы видите. Это мы так вяжем лицевые ряды. Разворачиваем вязание и будем вязать изнаночный ряд. Первую петлю мы снимаем не провязывая. Далее вяжем 9 лицевых петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. И снова нам нужно провязать вот одну и вторую петлю вместе. Мы их будем провязывать изнаночной петлей.
Разворачиваем вязание. Вот как вы видите, у нас получается с лицевой стороны вот такие лицевые дорожки. И так вяжем до тех пор, пока у нас не останется на спицах 11 петель. То есть пока вот не останется, вот как на подошве, вот эти вот 11 петель. Их будем вязать самостоятельно. Если кому-то будет что-то непонятно, я дам вот ссылку, как вязать вот такие пинетки. Там очень подробно каждый ряд рассказывается, как вязать вот подошву. Можете переходить и смотреть, как связать подошву. А в этом видео мы подошву будем вязать самостоятельно, пока вот не останется у нас 11 петель на спицах. Вот я провязала уже подошву. Как вы видите, по боковым частям у нас лицевые дорожки получились, и на спицах осталось вот 11 петель. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 петель. Теперь после того, как мы связали подошву, будем переходить на подъем, вот вывязывание пяточки до ровной линии. То есть нам нужно будет подниматься по петлям, вот по вот этим боковым частям. Вот я одела маркеры для того, чтобы это был ориентир, до каких пор нам нужно вязать. То есть на боковых частях, вот чтобы вам было видно, я показываю вот 10 петель. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, там где маркер. С одной и со второй стороны мы будем подниматься и вязать вверх по одной петельке. Вот здесь по центру у нас между маркерами остается 9 непровязанных петель. Вяжем первый ряд, кромочную снимаем, провязываем лицевые петли 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Вот мы провязали. И теперь первую петелечку будем доставать вот из боковой части. Вот таким образом достаем петелечку. Теперь разворачиваем вязание и вяжем второй ряд. Во втором ряду первую кромочную мы снимаем и провязываем далее вот лицевые петли, все, что у нас есть на спице, довязываем до конца. И последнюю петелечку вот тоже и мы достаем из боковой части. Вот заводим спицу, сейчас посчитаем, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Вот под вот эти две петелечки и достаем петельку. И вот таким образом мы провязываем все ряды. В конце каждого ряда достаем из боковой части по петельке. И так вяжем самостоятельно, пока вот не провяжем до верхней части. Вот и у нас получится ровная линия. И вот по боковым частям я подняла петли, распределила их между тремя спицами, потому что так было уже удобнее работать. На вот этих вот спицах у нас получилось 31 петля. Далее мы будем провязывать лицевые петли. И вот провязываем
все лицевые петли. И так вот вяжем лицевыми петлями до вот этих вот пор. А далее я покажу, как будем поднимать на носочке петельки на спицу. И вот когда мы провязали все эти петли, дошли вот до вот этого места, и теперь нам нужно набрать 9 петель. Их можно набирать как спицей, так и крючком, кому как удобно. И вот таким образом: одна петелька, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая, здесь у меня восьмая. Так, здесь вот мне неудобно набирать, я возьму крючок. Восьмая петелька и последняя, девятая. Вот так теперь выглядит наше вязание. На данный момент вот на всех спицах у нас находится 40 петель. То есть это четное количество, так как мы после лицевых петель будем вязать узор, а для узора нам нужно, чтобы было четное количество петель, то есть чтобы петли делились на 2. И теперь вот мы будем провязывать с вами вот эту часть, там где я вставила шнурочек, то есть будем вязать лицевыми петлями. И теперь вот по кругу провязываем все петли лицевыми. Вот таким образом. У меня ушло 3 ряда. Вот я показала, как мы вяжем. И таких у нас будет 3 ряда. Вот провязываем их самостоятельно. Вот провязаны 3 ряда лицевыми петлями. Далее переходим на вязание вот такого узора. Он состоит у нас из 4 рядов. И вот, как вы видите, я провязала 1, 2, 3 повторения данного узора. Данный узор состоит из чередования 2 петель. Первую петлю, чтобы вам было видно, вот провязываем изнаночной. Вторая петля, нить перед работой, и нить снимаем не провязанную. Снова повторяем изнаночная петля, нить перед работой, и петлю снимаем, не провязывая. Еще раз показываю: изнаночная петля, нить перед работой, петлю сняли, не провязанную. И так чередуем мы до конца ряда по кругу. Второй ряд узора тоже чередуем 2 петли. Первая петля лицевая, вторая изнаночная. И так мы далее чередуем лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная петля. И так вяжем по кругу второй ряд. Третий ряд узора все петли провязываем лицевыми.
Вот таким образом вяжем по кругу. В 4 ряду узора мы тоже провязываем все петли лицевыми. И так вяжем по кругу. И вот 4 ряда узора мы с вами провязали. Теперь снова начинаем с 1 ряда, как мы с вами вязали, и повторяем с 1 по 4 ряд. И вот я провязала 3 повторения узора. Далее буду после 4 вот ряда именно узора буду закрывать все петли лицевыми. И вот таким образом закрываем петли. Этот ряд делаем, чтобы петли были не стянутые, чтобы соответствовали всему вязанию. И вот так продолжаем закрывать по кругу. И вот верхнюю часть мы закрыли. Теперь вверху вот на пинетках я сделала белую отделку, которую связала крючком. Вот развернула пинетку сзади, вытянули рабочую нить белую, и вот через петелечки вот в следующую дырочку вот таким образом провязываем, делаем как соединительные петли крючком, и вот так обвязываем по кругу. Контролируем, чтобы верх пинетки был не стянут, и так обвязываем по кругу. И вот такая обвязка у нас получилась. Теперь нам осталось связать шнурочек из воздушных петель. Тоже берем крючок, берем белую пряжу и набираем цепочку таким образом из воздушных петель. И длина моего шнурка 51 сантиметр. И вот шнурочек я связала. Теперь взяла иголку и вставила хвостик от шнурочка. И там, где мы провязывали 3 ряда лицевыми петлями, я вот таким образом между петелечками буду вставлять шнурок и протягивать его так по кругу, как вот в первых пинетках. И вот такие пинетки у нас с вами получились. Всем спасибо за внимание. До новых встреч!